Нелли Владимировна, здравствуйте. Огромное спасибо, что вы к нам пришли. Вам спасибо за приглашение, очень рада. У меня к вам вопрос сразу провокационный, как профессору нескольких университетов, как кандидату физико-математических наук, причем тоже в двух университетах. Не кажется ли вам, что математика все меньше и меньше нам нужна? Как студентам, так и программистам, так и ученым, всем вообще математика становится менее нужна, менее необходима, особенно с появлением искусственного интеллекта. Ой. Ну, нет, конечно. Смотрите, рассуждение очень простое. Мы живем в цифровом мире. У нас есть только одна наука, которая занимается числами. Это математика. Она нужна нам больше, чем когда бы то ни было. И вы знаете, то, что вы сказали, что не заменит ли искусственный интеллект математику, это как раз то, с чего началась моя книжка с Андреем Рогородским ам, «Кому нужна математика?». Идея написать эту книжку у меня возникла как раз, когда мне задали, случайно совершенно таможенник в аэропорту, задал примерно такой же вопрос. И на самом деле искусственный интеллект этот вопрос ни капельки не изменил, потому что компьютеры уже у нас давно, они уже давно большая часть нашей жизни, они уже давно очень много могут. И, и поэтому уже очень давно у людей, которые как бы пользуются цифровыми технологиями, может возникнуть этот вопрос. У нас теперь есть компьютер, который все может посчитать, зачем нам математика? Ну, во-первых, ну тут столько ответов на этот вопрос, что мы можем только один этот вопрос обсуждать целый час. Но я вам могу привести просто примеры очень серьезные. И, кстати, в этой книжке тоже мы пишем, ну, книжку уже мы писали какое-то время назад, и там примеры из 2010-х годов примерно. Математика развивается семимильными шагами, примеров очень много, но я вам могу дать несколько примеров. Ну вот один такой. У меня есть коллега-математик, она занимается теорией чисел, и она занимается вот то, что по-английски называется постквантум криптографией, то есть криптография для квантовых вычислений. Дело в том, что например, когда мы вводим в компьютер очень много конфиденциальных данных, наши данные персональные, наши кредитные карточки, наши финансовые данные о здоровье, все сейчас находится, все сейчас в цифре. Вот. И почему никто не может, например, взломать ваше медицинское досье? Ну, потому что используются алгоритмы криптографические, и они основаны на том, что как бы закодировать легко, а раскодировать сложно. И это математические функции, которые как бы легко посчитать, но очень трудно посчитать обратную функцию. То есть фактически все в цифре – это все математика. В компьютере ничего нет, кроме математики. То есть если нам нужно закодировать информацию, то это очень просто. Мы берем информацию, и мы ее меняем на кодированную информацию. Каким образом? Мы какое-то преобразование используем. И мы используем преобразование, которое легко выполнить, но трудно вернуть назад, не зная ключей. Так вот, ам, все алгоритмы, которые мы сейчас используем, абсолютно не работают на квантовом компьютере. То есть на момент, когда квантовые компьютеры станут реальностью нашей жизни, пока они еще недостаточно мощные, но когда они станут достаточно мощные, то вся наша криптография просто слетит в тартарары, вообще не будет работать. Вот. И очень важно, каким образом нашу информацию оставить конфиденциальной, когда у нас появятся квантовые компьютеры. И это можно сделать только теоретически. И, кстати, даже сейчас в криптографии используется очень продвинутая теория чисел. Это вам не 2 плюс 2, там эллиптические кривые и куча всяких сложных вещей, которые я сама, честно говоря, не понимаю. Вот, это первый пример. Второй пример – это, конечно, оптимизация. Я могу много примеров привести, но смотрите, даже составить, ну, просто элементарное расписание, не говоря уже о расписании железных дорог на всю страну, но даже расписание любого современного производства и даже расписание компьютерных задач очень сложно, потому что возможных расписаний очень много. Вот. Но дело в том, что в нашем искусственном интеллекте, давайте уж я триадой закончу, в искусственном интеллекте как это работает, в принципе? То есть там никакой магии нет. И там ничего нет, опять же, кроме математики. То есть компьютер загружает огромное количество данных,
И есть какая-то модель, например, нейронная сеть — это тоже модель, просто у нее очень много параметров. И компьютер много-много раз пытается сделать так, чтобы эти параметры как можно лучше были сопоставимы с данными, которые есть. Что значит как можно лучше? Опять же, это значит, что есть у нас какая-то функция, там ошибка, и эта ошибка должна стать как можно меньше. Да? Вот. Каким образом это сделать? У нас параметров, ну, скажем, ну, не знаю, 1000, допустим, 1000 параметров. Каким образом эту ошибку можно уменьшить? Ну, для этого нужно фактически минимизировать тысячепараметровую функцию. Каким образом это делается? Это делается с помощью так называемый gradient descent. Я даже не знаю, как это по-русски сказать. Но, короче, Градиентный спуск. градиентный спуск. Спасибо большое. Да-да-да. Да. И это тоже нужно делать эффективно. И там сейчас тоже развивается огромное количество математики, каким образом это сделать лучше. И почему это важно? Потому что, например, все эти алгоритмы, например, весь искусственный интеллект, например, тратят очень много электричества. Потому что, ну, это достаточно много вычислений. Поэтому очень важно, чтобы эти все вычисления были и лучше, но и быстрее, и эффективнее, ну, из всех соображений, чтобы сэкономить наше время, наши деньги и энергию и все прочее. Поэтому вот вам, пожалуйста, три примера, которые вот нам нужны вот прямо сейчас, вот в этом самом цифровом мире, в котором мы живем. Поэтому математика, на самом деле, развивается, увеличивается и решает огромное количество задач. Очень быстро продвигается, кстати. Очень сложно следить даже за изменениями даже в моей области. А количество математики при решении наших проблем ежедневных, даже связанных с искусственным интеллектом, увеличивается или все-таки уменьшается? Вы назвали 3 примера, но, может быть, 50 лет назад этих примеров можно было бы назвать 30 или 300, а сейчас их осталось только 3. Нет такой тенденции к уменьшению? Или вы видите, наоборот, тенденцию к увеличению? Только увеличение, только увеличение. Биология — огромное количество проблем. На самом деле, что я замечаю, например, стало гораздо больше интердисциплинарных проектов с математиками. Потому что математические модели — это фактически основа всего. Недавно меня привлекли к большому проекту, пока не знаем, пройдет или нет, но проект о том, как создать наиболее благоприятную систему для инноваций, например. И я изучаю большие сети, и, например, социальные сети тоже играют роль. Сети предприятий, стартапов, людей. Они тоже играют роль большую в том, как будут развиваться инновации. И, например, вот там вот мы собираемся сделать какие-то такие исследования. Ну, посмотрим еще, пойдет ли этот проект. Вот. Но я вижу просто во всех разных... У меня коллега есть, которая сейчас занимается задачами в химии. Она занимается тоже сложными сетями, как и я, и они занимаются химическими сложными сетями, сети химических реакций. У меня есть коллега, который занимается тоже сложными сетями и занимается сетями бактерий в почве. То есть сейчас приложение математики, просто, понимаете, это не видно невооруженным глазом, потому что, ну, понимаете, мы на самом деле знаем очень мало. На самом деле мы знаем то, что касается нашей специальности. И, в общем, больше ничего. Ну, очень мало. Вот, то есть я, например, знаю сейчас много про математику, потому что я, извините, 30 лет ее изучала. Если бы я про нее мало знала, то меня надо было бы уволить. Ну, честно. Ну, что ты 30 лет тут гуляла, понимаете, если не можешь ответить на простые вопросы. Вот. Другие люди изучали другие вещи, понимаете, и они, ну, понимаете, я тоже, например, иногда встречаешь людей, вот недавно я разговаривала с человеком, она занимается стандартами для лампочек. Ну, это очень важно делать стандарты для лампочек, иначе у всех будут разные лампочки, и мы все сойдем с ума от этого. Вот. Но никто же не мог подумать, что таким людям можно заниматься. Однажды я встретила человека, который занимается производством контейнеров, которые используют для того, чтобы перевозить кетчуп и майонез с места производства на место расфасовки. Ну, я тоже понятия не имела, как производят кетчуп и майонез, что там нужны контейнеры даже. А вот кто-то этим занимается, деньги на этом зарабатывает, имеет свой собственный завод.
Понимаете? Вот. То есть, поэтому, в принципе, очень важно, на самом деле, когда вы говорите с другими людьми из других профессий, копнуть один шажок глубже. И вы тогда будете знать гораздо больше. Понимаете? Но все равно только поверхностно. Поэтому, конечно, математикой занимаются очень все-таки относительно к популяции населения, количеству населения математикой занимается немного человек. Ну вот смотрите, там даже когда я училась, у нас на ВМК училось 125 человек. Ну и, скажем, еще там, может быть, 100 на мехмате. Вот. Но было же еще куча других факультетов: биологический, радиофак, филологический и куча всего. И это еще только люди, которые пошли в университет. А куча народу не идет в университет, они пошли в техникум и занимаются чем-то совсем другим. Математиков просто очень мало, очень мало. Поэтому чем они занимаются, в принципе, никому не известно и особо никому тоже не интересно, потому что в новости мы попадаем редко. Но но если копнуть просто один шаг вперед ну, один шаг глубже и посмотреть, то математика сейчас востребована гораздо больше. У меня есть коллега, который занимается предсказанием землетрясений, статистика. Это называется spatial statistic, то есть статистика в пространстве. Пространственная статистика. Не знаю, как это правильно по-русски сказать. У меня есть коллега, который очень теоретический математик и в последнее время начал заниматься проблемами фотолитографии. У меня есть коллега, который занимается вообще чем-то, чё-то я не понимаю, с какими-то физиками он работает. В общем приложений, очень много, и математика востребована только больше, потому что, особенно с искусственным интеллектом, всем нужны какие-то модели, и все становится сложнее. И еще знаете, что происходит? Очень много от отраслей науки становится очень сильно, data driven, то есть они очень много основываются на данных. Вот. Гораздо больше, чем раньше. И математические модели у всех были всегда. Но просто вот для таких подходов, когда у вас очень много данных, эти модели часто даже не работают. А еще эти данные дают гораздо больше возможностей. Например, раньше у нас не было данных, как бактерии взаимодействуют в почве, а сейчас есть. И что нам с ними делать? Вся наука основывается на математических моделях. И когда у нас появились данные, у нас появилось много возможностей, то нам нужны новые модели. И поэтому математика востребована даже больше, гораздо больше. Скажите, если я беру данные в виде Excel-таблички, и в этой Excel-табличке сортирую их по нужным мне критериям и прописываю какие-то формулы в каких-то нужных ячейках, я могу называться математиком при этом? Или это еще не математика? Или это все-таки я просто какая-то прикладная у меня деятельность, и я просто программирую? Вот где эта граница между сортировкой таблицы, не знаю, в которой фамилии учеников и их оценки, которые мы поставили? Я их сортирую то так, то группирую, то сортирую, то считаю среднее. И уже математикой, которую мы можем назвать действительно математикой, о которой вы говорите. Хороший вопрос. Я думаю, что если вы без понимания нажимаете кнопки, то есть, ну, например, если вы почитали просто нажатием кнопки среднее, я не думаю, что это математика. В тот момент, когда вы начинаете понимать, какой алгоритм, ну, что вам нужно для определенной задачи, ну, например, когда вы посмотрели на свой список и подумали: «Хей, я тут попросил учеников попробовать несколько раз, например, сдать задание. Я попробовал учеников сдать задание несколько раз. И в результате некоторые сдали по 5 раз, а некоторые по одному разу. Но задание было только по желанию. Кто хотел, тот и сдал. И мне вот интересно, сколько учеников вообще попробовали? Сколько разных учеников, сколько разных имен у меня в этом списке? И когда вы начинаете понимать: так, для этого мне нужно посчитать в этой моей маленькой базе данных количество разных элементов, и что мне для этого нужно, и вы начинаете искать какой-то подходящий для этого алгоритм, можно сказать, что в этот момент вы уже занимаетесь математикой. Но это, конечно, математика прикладная в том смысле, что вы используете уже готовую математику. Ну, то есть вы сформулировали для себя
вы сформулировали для себя в математических, на самом деле в математических терминах, потому что когда вы говорите, что вот из всего этого списка мне нужно выбрать имена, которые отличаются друг от друга, это вы уже сформулировали математическую проблему. Вот. Но дальше для этой математической проблемы есть решение. И, кстати, очень красивое решение, кстати, сложная проблема. Вот, сложная задачка. И, честно говоря, если список очень длинный, то вы ее точно и не решите даже. Вы ее можете решить только приблизительно. В тот момент, когда вы для себя ее сформулировали, эту задачку, вы уже сели на этот математический поезд, как бы. И дальше на этом математическом поезде он в кучу направлений идет, и куча всего уже есть. Все уже станции построены, дороги проложены. В общем, вам ничего не надо делать. Но в какой-то момент у вас может появиться задача, для которой математики подходящей нет. Ну вот как я вам приводила пример, например, если у вас появились какие-то новые данные про химические реакции, вы хотите их как-то что-то с этим делать, изучить, например, как одна реакция влияет на другую, то вам нужна модель этой сети, а такие сети не построены. Ну, такие сети мы еще не изучали. Нужна новую модель. Вот, и вот в тот момент, когда вы начинаете создавать новую модель или когда вы начинаете создавать новую модель, то вы вообще уже как бы работаете просто как математик. Но опять же, может и химик может составить модель, потому что модели математические все науки используют, и они тоже, в принципе, это могут даже делать. А вот если вы хотите, но это уже как бы математика, это уже можно совместно делать, это уже можно публиковать. Но вот если вы, например, хотите получить грант по математике, то вам Мгм. нужно разработать какую-то новую методологию. Например, в химических реакциях сети устроены вот так, про эти сети мы ничего не знаем, и я хочу изучить вот такого типа графы. Хочу я изучать. В этом случае гиперграфы, потому что несколько элементов взаимодействуют вместе, то есть у нас получается как бы много-много-много разных молекул, и группки молекул вместе могут создать реакции. Вот. И если мы так вот их соединим в группке, то у нас получится как бы такая сложная структура, где пересекающихся кружочков, как бы не обязательно кружочков, потому что, ну, понимаете, о чем я говорю. То есть у нас Мгм. получилась система, где у нас есть как бы молекулы, и и каждая реакция – это как бы группка молекул. И мы хотим изучить, как это там все друг с другом связано. Вот. И вы говорите, что я вот хочу изучать графы такого типа, я хочу решить на них вот такие-то задачи, я хочу доказать то-то и то-то и то-то. И тогда вы уже занимаетесь разработкой вот этой математической методологии. То есть фактически вы прокладываете рельсы этого математического поезда. Вот тогда считается, что действительно вы занимаетесь математикой. И когда вы там доказываете теоремы про это, то тогда вы можете получить грант на эти исследования, тогда вы можете сказать, действительно, я развиваю математику как область, понимаете? То есть есть разные, как бы, я не хочу сказать уровни, потому что все одинаково ценно, понимаете? Я считаю, что даже если обычный человек понял, что кнопка Excel не работает, это уже, если бы мы могли в школе этого достичь, чтобы люди вот могли это понять, что да, для моей задачи эта кнопка не работает, или нужно не эту кнопку, а эту, то фактически наше школьное образование преуспело. Вот. Это и уже математика, это уже здорово. Если человек начинает там что-то, ну, то есть если человек может связать свою задачку с этими математическими рельсами, поставить ее на эти математические рельсы, это уже здорово. Вот. Если человек как бы начинает ставить какие-то новые задачи, которые, может быть, можно тоже, ну, как бы уже строить какие-то новые свои модели, которые не изучены, это тоже очень интересно. А может быть, то есть он как бы, ну, говорит, а еще можно вот туда поехать, а еще можно вот туда поехать. Вот. А можно строить эти рельсы. Вот. И математиком все-таки считаются те, кто строит рельсы. Вы сказали про образование, про его некие недостатки. А в чем вы бы выделили вообще в целом недостатки современного образования и у нас, и за границей? Вы же живете в Европе. Может быть, вы могли бы даже сравнить эти два образования? Ой, ну, я с российским образованием давно не имела дела. Я могу сказать одну большую разницу, которую я знаю точно. В европейском образовании, например, магистратура гораздо серьезнее, чем бакалавриат. То есть у нас в бакалавриате у нас поток, там очень много студентов, которые пришли просто сами не знают, что хотят, немотивированных студентов много.
студентов, ну, как бы, которые не осознали, в общем, короче, и которые пытаются мухлевать. Такого много в бакалавриате. Ну, большой поток и разный поток. А в магистратуре все-таки уже люди немножко более отборные, более мотивированные, которые, ну, как бы амбициозные в том смысле, что они хотят какие-то сложные вещи изучать, у них какие-то свои интересы. То есть магистратура – это более интересная группа, чем бакалавриат. Насколько я знаю от коллег в Российской Федерации, что в России более или менее наоборот. То есть лучше идут, особенно в хороших университетах. Вот я слышала это от Андрея Михайловича Рогородского про МФТИ, что бакалавриат просто вообще отборный. Ну, там большой отбор, и там всякие победители Олимпиады, там очень амбициозные ребята. А магистратура как раз там студенты многие уже работают, и уже как бы все, что хотели, уже добились, особо серьезно не воспринимают, фактически учатся за диплом. Не все, конечно, далеко не все, ну, всякое бывает, но я говорю статистически просто. Мне кажется, но я просто мало с российским образованием имела дело напрямую в последнее время. Но вот насколько я слышала и знаю, насколько я могу сравнить, вот такая вот разница есть. Такая разница есть. Вот. А про недостаток я вам сейчас скажу. Понимаете, у меня много идей про образование. В основном, на мой взгляд, правильные. Но со мной очень много кто не согласен. Ам, хотя я не очень понимаю, почему. И если я вам сейчас свою главную идею скажу, вы, наверное, даже поймете, а, почему я удивляюсь, что со мной люди не соглашаются. Ам, мне кажется, что на фундаментальном уровне, на самом фундаментальном уровне, самый главный недостаток образования заключается в том, что оно, особенно высшее образование, что оно построено так, что в этом вот построении, как мы учим студентов, абсолютно не учитываются те знания, которые у нас уже есть о том, как человек вообще учится. Последнее время науке известно очень много. Ну, на самом деле, педагогические науки и психологии знали очень много очень давно. Уже фактически 100 лет назад многое из того, что мы знаем сейчас, уже было известно. Например, что человек, ну, например, много же, ну, я не очень хорошо знаю всякие истории образования, поэтому могу наврать немножко, но насколько я понимаю всю эту историю из тех каких-то статей, которые я читала и книжек, что в какое-то время, например, люди считали, что образование – это просто запоминать, запоминать. То есть все образование было основано на памяти, то есть зубрить, 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 зубрить – это было образование, а не зубрить, знаешь, по башке. Вот, это в XIX веке. А в начале XX века люди начали получать какие-то другие перспективы на эту тему, начали понимать, что важно, чтобы человек активно участвовал в образовании, активно принимал участие в том, что происходит, то есть не пассивно слушал лекцию, а что-то делал как-то с материалом. Начали понимать, что нужно учиться понемножку через интервалы, то есть не сразу все одним наскоком, а что запоминать будешь лучше запоминать, если учить ну, как бы регулярно и понемножку. Вот. А сейчас это просто взорвалось, количество этого знания в последние 20 лет. И все это стало известно на очень многих уровнях. И психологические науки, и педагогические науки, но также нейронауки, то есть науки о мозге, тоже очень хорошо знают. Есть такая книжка «Как мы учимся». Прекрасная книжка. Вот. Она как раз рассказывает о экспериментах с мозгом, когда просто измеряют мозг. Ам, Они используют всякие свои эти господи, МРЦ и всякие прочие эти машины, чтобы сигнал мозга регистрировать. И уже даже на уровне, как мозг устроен, известно, какие принципы человеку необходимы для обучения. И эти принципы, ну, их можно по-разному сформулировать. Я видела разные формулировки в разных книжках, статьях. Я сама формулирую для себя четыре необходимых фактора для обучения. Первое, что нужно, это нужно, чтобы действительно человек активно участвовал в своем обучении.
Лекция — это прекрасно. Это замечательное театральное представление, особенно если лектор харизматичный, студент сидит, балдеет, но на самом деле ничему не научается. Вот на этом пункте мои коллеги все, не любят они. И студенты, кстати, не любят это слышать, и коллеги не любят это слышать. Потому что коллегам очень нравится, понимаете, для ученого очень важно, что вот как я объясню, понимаете, каждый чувствует, что вот именно у меня, и я тоже так чувствовала, и, может, до сих пор тоже, вот именно я могу объяснить это вот так, понимаете. Но как объяснить, это очень сконцентрировано на преподавателе, понимаете. И, и фактически, и да, это не то, чтобы это не важно, как объяснить, но то, что вот там вы стоите 1,5 часа перед группой современных студентов, но это просто не работает, понимаете? Это может нравиться вам, это может очень нравиться вашим студентам, но проблема в том, что это не работает. Вот в чем дело. Они выйдут, скажут «Вау!», а потом скажут «Ну хорошо, напиши, чего ты там понял». И они ничего не поняли и ничего не запомнили. Это экспериментов этих было миллион. Вот. То есть нужно, чтобы студент активно что-то делал, чтобы чему-то научиться. Второй принцип такой. Нужно дать возможность сделать ошибку. Потому что всему, чему мы учимся только одним способом. Мы делаем ошибку, видим, что сделали неправильно, и пробуем снова. Искусственный интеллект учится точно так же. В этом смысле наш мозг ни капельки от искусственного интеллекта не отличается. Он делает модель, сравнивает с данными, видит, что разница большая, и делает новую модель. Вот, также учится наш мозг. И также мы учимся водить машину, готовить, и всему точно так же. И математика, ну, не знаю, можно, конечно, разделить на навыки и как бы знания, но я не знаю, в чем ценность что такое вообще вот эти вот знаменитые глубокие знания и как проверить, что у человека они есть. Вот как вы можете проверить, что я глубоко знаю вероятность? Ну, наверное, если вы со мной начнете об этом говорить, и я смогу вам что-то объяснить, или если мне дать какую-то теорему, я смогу ее доказать, или если мне дать теорему, которая с ошибкой, я смогу эту ошибку найти, наверное, тогда можно сказать, что у меня есть глубокие знания. А иначе как их измерить? Понимаете? Вот. И в этом смысле математика тоже навык. То есть, чтобы продемонстрировать глубокие знания, ты должен что-то смочь сделать, да ведь? Вот. Иначе что они там у вас в голове-то, господи, делают, эти знания? Вот. И понимаете, и получается тогда, что математика фактически такой же навык, и математики знают, и я думаю, никто со мной не будет спорить, что очень важно сделать ошибку. Мы делаем миллион ошибок. Пока мы работаем над статьей, мы делаем миллион ошибок. Кучу раз мы говорим, давайте попробуем так, и потом это не работает и неправильно даже. Получили результат, ура, на следующий день нашли ошибку. Бывает 100 раз. И у студента тоже должна быть эта возможность сделать ошибку и увидеть, в чем ошибка. И в этом смысле нужна обратная связь. Но без оценки, потому что оценка — это уже совсем не то, это уже не процесс обучения, это уже процесс выдачи сертификата как бы. То есть я считаю, что обратная связь и экзамен — это вообще 2 разные вещи. Вообще, когда человеку ставят оценку, говорят ему, называют ему цифру, там: "Тебе сегодня четверка", то все, вы, услышав слово четверка, вы перестаете слушать, что было правильно, что было неправильно, что нужно исправить. А главное, что ничего исправить уже нельзя, потому что этот курс уже закончился. Студенту нужна обратная связь в тот момент, когда он еще может что-то исправить. И только когда он наисправлял и уже и кучу всего понял по дороге, получил много обратной связи, тогда можно принимать экзамен. То есть это второе. Обратная связь в безопасной ситуации, когда можно сделать ошибку и услышать, что сделать неправильно, и исправить ошибку. Третье — это то, что я сказала, учить маленькими порциями регулярно, даже известно какими. Нужно делать с маленькими порциями каждую неделю. Закончив курс, нужно к нему в следующий раз вернуться через месяц, потом через 2 месяца, потом через полгода. Тогда у вас знания зацементируются. Это наш мозг так работает. Нашему мозгу нужно время, чтобы создать новые нейронные связи, чтобы новую информацию поместить в контекст из существующей информации. Когда мы учимся, наша информация попадает в оперативную память. Оперативная память, она ограниченная. Переход из оперативной памяти в долгосрочную память и построение новых нейронных связей требует времени. Поэтому если вы выучили большой кусок информации за один день,
то, во-первых, он в вашу оперативную память не поместился, во-вторых, мозг не успел его транспортировать в долгосрочной памяти, поэтому огромная часть этой информации просто испарится. Вы можете сдать экзамен на следующий день, но потом все испарится. Вот. Это, значит, третье. Ну и четвертое, что вся эта переработка информации мозгом происходит во сне. Поэтому студентам надо высыпаться. Поэтому не надо для подростков начинать занятия в 7:30. Подростковый организм устроен так, что их гормоны сна выделяются поздно, для того, чтобы дать им privacy. Они действительно не хотят ни в одном глазу спать в 11 вечера. Они могут пойти спать попозже. А сна ему нужно, как детям, 10 часов, 9 часов, 10 часов. Поэтому, когда им нужно рано вставать на занятия, особенно если далеко ехать, то это для них, ну, просто, ну, они не высыпаются. А когда студент не выспался, то вот вся эта переработка информации в мозгу не произошла хорошо, и поэтому запомнить что-то недостаток сна в первую очередь ударяет по памяти и по усвоению информации. Вот. Поэтому, все это основано на научных исследованиях. Проблема в том, что, например, мои коллеги-математики говорят: "Ну да, но это же педагогические науки, это же не наука". Ну хорошо, дорогие друзья, возможно, это не наука. Но, как я сказала, математика — это наша единственная наука о числах. Нравится она вам или не нравится. Другой науки о числах у нас нет. Точно так же и педагогические науки — это наша единственная наука о том, как обучать. Нравится она вам или не нравится, другой науки у нас нет. Поэтому либо, если вы считаете, что это нам не нужно, давайте их вообще всех уволим, либо, если мы их не увольняем и держим в нашем университете, давайте все-таки послушаем, что люди говорят. Вся индустрия двигается вперед на основании последних достижений технических наук. Вся техническая индустрия. Последние достижения математики, физики, химии немедленно используются. А педагогические науки, бедные, забитые, сидят там, ну, хорошо, еще в среднюю школу они попадают, потому что, ну, там как бы... А уж высшее образование, там сидят эти профессоры и студенты тоже. Студенты тоже хотят, чтобы все было как было, чтобы все было как известно. Вот. И очень трудно проникают вот эти научные знания по педагогике, очень трудно они проникают в практику высшего образования. И я считаю, что это довольно трагично. Вот такой вот очень длинный ответ на ваш короткий вопрос. Назвать одну вещь, которая не работает в современном образовании. То есть, фактически, если это все как бы просуммировать, то то, что научные организации, университеты не пользуются современными научными знаниями об обучении при обучении студентов, я считаю, что это просто, ну, даже как-то странно. Знаете, я общаюсь со студентами часто, вот ранних курсов в том числе, и многие из них говорят, что им все это образование вообще не нужно. Они могут все это почерпнуть из YouTube, они могут почерпнуть это из книг, а если чего-то не почерпнули, то они спросят у чат GPT. И это они говорят сейчас. А представьте, что они будут говорить через 5 или 10 лет. Может быть, через 5-10 лет вообще не нужны будут вузы? Может быть, действительно образование все переместится в полностью индивидуальное, даже не дистанционное, а полностью индивидуальную форму обучения, когда студент перед компьютером в течение нескольких, может быть, месяцев получает необходимые для него знания, и на этом все. Ой, да. Мне задали этот вопрос какое-то время назад, и с этого начался для меня большой путь, когда я стала читать много тоже статей, и про образование, и про искусственный интеллект, книги. Ам, Пыталась понять для себя ответ на этот вопрос. Потому что в какой-то степени они правы. В какой-то степени они правы. Действительно, YouTube предлагает огромное количество очень высококачественного материала. Например, у меня есть тоже YouTube-канал, и я записала много видео для своих студентов, просто для своих курсов. И один был курс линейной алгебры, и по этой книге в основном математикам преподают, и поэтому видео особо нет по этой книге, а многие преподаватели идут по этой книге. Вот, и мы тоже эту книгу использовали, я по этой книге сделала пенкасты. И их смотрят.
смотрят. И часто я получаю сообщение, что типа большое спасибо, наконец там стало понятно, и так мало видео по этой книге, сделайте, пожалуйста, еще про следующие главы. Вот. То есть, да, этот материал существует. Чат GPT — это вообще очень сложный вопрос, потому что, ам, потому что он действительно много может. Он также много делает ошибок. Он, например, дает он, например, часто делает ошибки даже в подсчетах. Но я понимаю, что это вопрос, ну, дней, когда он перестанет делать ошибки в подсчетах. Вот. Но он также, например, цитирует несуществующие статьи. И вообще это очень сложный вопрос, чему мы должны обучать студентов в эпоху, когда все это доступно. Вот. Мне кажется, что отчасти студенты говорят, что нам не нужно все это образование, потому что под всем этим образованием они имеют в виду слушание лекций и решение стандартных задач. Но настоящее образование специалиста, оно все-таки гораздо больше, чем вот эти вещи. Просто, понимаете, студенты, еще проблема в том, что студенты, ну, они сами не очень понимают, что происходит в их мозгу. То есть, смотрите, вот Дэниел Канеман получил Нобелевскую премию за то, что просто он доказал, что люди понятия не имеют, как они принимают решения, более-менее. Они там рационализируют кучу всего, а на самом деле просто, ну, пользуются абсолютно нерациональными, то, что называют хевристиками. Вот. Точно так же наши студенты, они понятия не имеют, что происходит в их мозгу, как и все люди, потому что они тоже не роботы и не инопланетяне, они тоже нормальные люди, и результаты Канемана к ним относятся в той же степени. Вот. Кроме того, они очень плохо, кроме того, понимаете, они не понимают предмет, они плохо пока разбираются в предмете, потому что они его только начинают изучать. И поэтому им очень трудно судить, поняли они или не поняли. На самом деле они могут сказать: "Я все понял", а на самом деле они не поняли. Просто они это сами не осознают. Поэтому часть из этих комментариев, несправедлива, и студенты это говорят просто потому, что они не понимают, что это значит чему-то как следует обучиться. Ну, что такое как следует — это тоже, конечно, вопрос. Но вообще это очень серьезный разговор. То есть, понимаете, мне кажется, что правильный ответ, ну, правильный ответ, такой, наверное, понятия вообще нет на этой теме, но мне кажется, что нужно, во-первых, ну, то есть как бы, что обе крайности не хороши. Мы не можем сказать: "Нет, мы знаем, что делаем, и, все это вы абсолютно не правы". И мы тоже не можем сказать: "Да, действительно, образование больше не нужно". Что может дать образование? Значит, смотрите, вот есть такой деятель, есть такой профессор Скотт Галловей в, университете Нью-Йорка, который постоянно, ну, который он профессор бизнеса, и он делает как это экономический анализ высшего образования иногда, ну, как хобби. На самом деле он занимается другими вещами, но он попадал в газеты, в интервью много раз своим анализом будущего высшего образования. И он тоже говорит, что типа в Америке, например, в 14 раз или там во сколько-то, я не помню, во сколько раз увеличилась стоимость образования, но при этом, говорит, мы предлагаем тот же продукт. Но это тоже не совсем правда, что мы предлагаем тот же продукт. То есть даже он сам говорит, что мы предлагаем, а что мы предлагаем? Мы предлагаем диплом, знания и как бы вот этот вот опыт, вот этот вот, ну как бы вот этот вот жизненный опыт, вот это вот время в университете, общение с другими студентами, с преподавателями и так далее. Я бы немножечко это сформулировала по-другому. Я бы сказала не 3, а 4. Я бы сказала, мы предлагаем диплом, диплом это по-прежнему ценится пока. Я думала так: ну хорошо, если речь идет о дипломе, то, в принципе, м, как только индустрия начнет сертифицировать сама специалистов, университеты будут, ну как, когда смотрите, это же длинный путь. Вот я сейчас спрашиваете про чат GPT, но мы не первый раз слышим этот вопрос. Сначала в начале 2000-х годов появились вот эти вот образовательные платформы. Эти с ютьюбами, онлайн-образование, вот это все. И люди думали: ну все, теперь конец университетам, потому что все пойдут в эти платформы. Эти платформы до сих пор существуют, предлагают огромное количество бесплатных курсов, лучших профессоров, но университеты по-прежнему существуют.
да? То есть это нас не убило. Я подумала, почему это нас не убило? Наверное, потому что эти курсы – это даже наш не главный продукт, а наш главный продукт – это диплом. Это несколько лет назад, я так думаю. То есть если нас не убили эти онлайн-платформы, то нас убьют онлайн-сертификационные платформы. То есть когда предприятия начнут сертифицировать специалистов, например, с помощью искусственного интеллекта, то мы будем не нужны. Но на самом деле мы предлагаем не только это. То есть мы предлагаем диплом. Безусловно, для студентов очень большая мотивация именно диплом. Мы предлагаем действительно, но я бы сказала, обучение я бы разделила на две части. Мы предлагаем программу и обучение. И вот эти программы, они тоже очень ценные. И понимаете, в университетах мы постоянно придумываем новые программы, как это биохимия, креативные технологии, там тот же искусственный интеллект. Понимаете, мы все время придумываем новые программы как бы на злобу дня, которые привлекают студентов и новых специалистов производят, которые разбираются в какой-то очень важной актуальной теме, да. Вот. Но даже старые программы постоянно пересматриваем. Программа по математике в Европе вот у нас пересматривается каждые 5 лет. И мы добавляем туда какие-то новые вещи, какие-то новые проекты, еще чего-то, еще чего-то. Вот. И предприятия этим заниматься не будут. Понимаете, предприятия не будут... Ну, хорошо, программистов, наверное, может Google себе самих обучить. Но ученых теоретической информатики они не смогут обучить. А это тоже нужно, чтобы новые алгоритмы разрабатывать. То есть получается, что вот эти вот программы, куча времени и сил уходит на разработку этих программ. Поэтому в этом смысле университета никто заменить не сможет. Ну, хорошо, может быть, можно придумать какую-то бизнес-модель, когда эти программы будут продаваться. Но тогда получается еще четвертая вещь. Ну, то есть есть диплом, программа, само обучение. Само обучение, я считаю, мы делаем очень плохо, и в этом смысле по программе они могут учиться по YouTube, вот. Ам, по тем причинам, которые я вам объяснила, потому что в этом процессе обучения мы не пользуемся знаниями о том, как человек обучается. Ну, пользуемся очень мало. Вот. Но мы предлагаем еще вот этот вот опыт. И этот опыт – это не только университеты, стены университета, это и лаборатории, но это и доступ к студентам, и доступ к преподавателям. И вот это вот сообщество, оно тоже очень важно. К сожалению, в последнее время сообщество, я тоже вижу, немножко распадается, потому что я вижу вот студенты, особенно вот с такими соображениями, как-то есть некоторые конфронтации между студентами и преподавателями. Типа преподаватели говорят, нет, надо тебе делать, а другой говорит, нет, я пойду в чат GPT, и мне это ничего не нужно. Вот, если компьютер может это сделать, зачем я должен это делать? То есть, и вот это вот непонимание создает вот этот вот как бы провал между студентами и преподавателями. А вот это академическое сообщество, оно необходимо, потому что человек – социальное существо, и вот это вот общение, оно и мотивирует. Понимаете, я слышала лекцию такую, что обучение – это не рациональный процесс, а эмоциональный процесс. И понятно, что когда рядом с вами люди, которых вы знаете, которые какой-то вдохновляют чем-то, чем-то очень увлечены, когда рядом с вами студенты, в общении, когда у вас есть возможность кому-то что-то объяснить, услышать чье-то объяснение, поработать в группе, обсудить. Это очень важная часть обучения. И это человек за экраном компьютера не может сделать. И чат GPT тут ему не помощник, потому что чат GPT производит впечатление очень умного, но на самом деле он переработал все существующие тексты в интернете фактически и производит случайные фразы, которые как бы лучше всего по модели посовпали с существующими текстами. Проблема в том, что интернет полон жутких текстов, ужасно плохих. То есть чат GPT разговаривает таким языком, что ну просто тошно. Ну, честно. Я вот, например, сейчас нанимала на работу аспирантов, и я видела, что некоторые используют чат GPT, чтобы написать письмо. Но эти письма же тошно читать. Понимаете? Все равно то, что идет от вас, лично, это гораздо всегда интереснее и гораздо больше откликается в человеческой душе. Мы не роботы все равно. Вот. Но вот чему именно мы должны обучать и как объяснить студентам, чему они должны обучаться и почему это ценно, это, конечно, большой вопрос, о котором мы сейчас очень много думаем, действительно много очень обсуждаем. И
Ответа на него может быть пока что нет. Что я замечаю среди студентов, которые вот пользуются всем этим? Они не понимают, что они делают. То есть, они очень легко могут найти подходящую информацию, а когда я спрашиваю: "Ну, хорошо". Ну, например, вот делает студент диплом со мной, да, или выпускную работу по бакалавриату. И говорит: "А здесь вот я нашел вот такой метод". Отлично, здорово, нашел метод, супер, супер. Вот. И, значит, и он работает вот так, и копирует формулы. Я говорю: "Ну, хорошо, отлично, значит, видимо, ты там разобрался в этом методе. Объясни". Я вот говорю: "Не поняла, переход отсюда сюда". Человек даже не может объяснить обозначение. Я говорю: "А это что такое за f с чертой?" "Не знаю". "А почему вот это равенство верно?" "Понятия не имею". "А почему тогда это написано в твоем дипломе, дорогой друг?" Говорю: "Есть 2 способа правильно использовать информацию. Либо ты говоришь: "Это вычислено там, и я просто пользуюсь их методом". Либо ты говоришь: "Хорошо, это вычислено там, но для полноты картины я вам это объясню". Но тогда ты должен это понять и объяснить. Понимаете? Ну что же это такое? А они не понимают. Они даже не понимают, что не так. Понимаете? Может быть, они не хотят понимать? Я не знаю, хотят или не хотят. Это просто вот мои такие анекдотические наблюдения. Я не делала исследований на эту тему. Я много работаю с инновациями в образовании, но я не очень люблю вот этой статистикой заниматься, потому что, ну, в общем, я не хочу переключаться как на педагогические науки. Педагогические науки — это очень сложно. Это там и опубликоваться сложно, и даже не хочу в эту сторону идти. Но, я хочу быть математиком. То есть я не подсчитываю никакие там большие выводы педагогические, не делаю из своего опыта. Я просто пробую, смотрю, что для меня работает, чего нет. Поэтому я не могу вам какое-то научно-фундаментальное сказать утверждение на эту тему. Но вот что я вижу, это что студенты очень легко как бы присваивают себе знания, в том смысле, что если они это увидели на экране, значит, они это знают. Но это не так, понимаете, знания из экрана не перепрыгивают автоматически в их голову. А чтобы они появились в их голове, студент должен работать, объяснять, общаться, пройти через весь этот эмоциональный процесс, застрять, не понять, разобраться. Тогда знания начинают появляться в его голове. Ну, тогда хорошо. Если чат GPT все знает, тогда что должен знать человек? Это очень хороший вопрос, и у меня нет ответа на этот вопрос. Я считаю, что студенты во многом правы, когда они так говорят, и мы не можем просто отпихнуться от этого. Мы должны с ними разговаривать и с ними вместе разбираться. Ну хорошо, а тогда чему ты хочешь учиться? Понимаете, хороший вопрос такой. Ну хорошо, хорошо, ты будешь все вопросы решать с помощью чат GPT. А зачем мне тогда ты нужен? Я тоже умею пользоваться чат GPT. Я сказала этому там мальчику или девочке, не помню, который скопировал формулы. Я говорю: если ты копируешь формулы, мне копировщик формул не нужен. Почему я должна тебе платить зарплату не маленькую, чтобы ты тут мне формулы копировал? Понимаете, и для студентов тогда хорошо, если вы хотите обучаться вот таким вот образом, ну, как бы, если вы хотите пользоваться результатами искусственного интеллекта в вашей работе, то тогда в чем ваша роль? Почему вам нужно платить деньги? Что вы знаете тогда? Они могут сказать, ну, когда-то и калькуляторов не было, и людям платили деньги за то, что они на счетах считали, а потом ввели компьютеры, калькуляторы, а люди все равно получают деньги, хотя они стали переносчиком проблемы из области проблем в область решения, в область ее решения, то есть в компьютер, и стали операторами ЭВМ. Нет. А еще Зна- потом, что ты хочешь делать? Ты человек, который пришел учиться в университет, это интеллектуальный человек. Это значит человек, которому нужна интеллектуальная нагрузка. У него в этом есть потребность, иначе что он тут делает? Да? Вот. Копирование вещей из одного места в другое — это не интеллектуальное занятие. Тогда в чем будет твой интеллектуальный вызов? Если ты хочешь, как бы, если разработка, там, не знаю, новых материалов и оборудования станет схожа с экселевской табличкой. Вы верите в то, что люди ищут именно интеллектуальный вызов в жизни? Большинство людей. Я считаю, я не знаю, ищут они или нет, но я считаю, что если у человека в этом есть потребность, и эта потребность не удовлетворена, то
ам, то, а, это нехорошо. То есть это приведет к каким-то ментальным последствиям. То есть человек, ну, может, я не могу сказать, будет не будет счастливым, но мне кажется, что существенная часть счастья и самореализации будет ну, как бы отсутствовать, и это может привести к бёрнаут, депрессиям и прочим проблемам, которые мы сейчас наблюдаем в большом количестве, к сожалению. Все очень сложно, понимаете? Нам бы, казалось бы, вот сидеть бы целый день на диване, пить кофе и смотреть там телевизор. А на самом деле через какое-то время вы начнете чувствовать себя очень плохо, потому что мозгу нужна нагрузка. Ам, как это, как телу нужна нагрузка тоже. Это сложно, понимаете, как чтобы по-настоящему радоваться, нужно тоже знать, что такое беда и печаль. Вот. Иначе как понять, что такое радость? То есть не бывает такого вот приторно-розового существования. Вызов нужен человеку, и без него сложно, и можно как бы, ну, не начинаются правильные процессы в мозгу, не выделяются эти гормоны счастья, и все становится очень плохо. Мы тоже фактически машины, просто биологические машины. В нас много индивидуального, но очень много похожего. Когда студенты мне говорят: "О, ну я вот для меня, вот я обучаюсь так, а вот я обучаюсь так". Я говорю: активная работа, ошибки и обратная связь, и постепенное обучение кусочками. Все люди обучаются так. Если, говорю, вы не робот и не инопланетянин, и у вас нет отклонения в мозгу какого-то серьезного, то для вас, к вам это тоже относится. Да, кто-то лучше чуть-чуть воспринимает визуальную информацию, кто-то чуть лучше воспринимает текстовую информацию. На самом деле всем лучше, когда информация разная. Вот. Это все теории такие, они уже как бы опровергнутые. На самом деле фундаментально все обучаются одним и тем же способом. Точно так же счастье, как бы, ну, счастье, самореализация у всех более или менее одинаковые, гормоны счастья у всех более-менее одинаковые, они выделяются в определенных ситуациях, и если ничего не делать, то ты фактически себя этих ситуаций лишаешь. Гормоны счастья не выделяются, что получается несчастье. Может быть, мы вообще действительно такие машины, очень мощные чат GPT какого-то 29-го поколения, и нет в нас ничего божественного, нет в нас никакой души. Мы Ой, ой, просто... ой, 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 ой. Вот давайте вот не пойдем в эту сторону. Вы знаете, это очень-очень-очень сложный вопрос, потому что сейчас ой, какой сложный вопрос. Сейчас это, наверное, может быть самый сложный вопрос. И, честно говоря, многие люди говорят уже: "Давайте вообще не будем об этом говорить, уже надоели все эти разговоры". Потому что на самом деле у нас определенный экзистенциальный кризис пришел. Почему? Смотрите, мы вообще, конечно, представители животного мира. В этом смысле мне очень нравится книга Харари, которая с этого начинается. Первая глава называется "Животное не особо значительное", типа. Мы представители животного мира, безусловно, и наш генотип очень мало отличается от генотипа той же мышки. Вот. Это, кстати, тоже означает, что наш мозг ограничен. Ну, скажем, мышка не может посчитать интеграл, даже самая умная мышь не может посчитать интеграл. То есть, возможно, наш мозг просто не в состоянии понять, что такое сила притяжения. Потому что если мышкин мозг ограничен, то наш тоже, конечно, ограничен. Вот. То есть мы представители животного мира, но вот у нас очень развиты вот эти когнитивные способности, но, понимаете, не факт, особенно с появлением искусственного интеллекта, люди, ну, можно задаться вопросом, насколько эти когнитивные способности действительно связаны с душой. То есть почему мы доминируем животный мир? Потому что мы самые умные, да, фактически. Мы это объясняем так: у нас есть душа, а у них нет. Но, честно говоря, это большой вопрос, потому что сейчас уже много исследований, и там у собачек есть собаческие психологи сейчас, ну, типа людям денег тратить некуда, вот собачку ведут к психологу, да. Но на самом деле почему эти появились собачные психологи? Потому что наука очень много узнала о собаках, и оказалось, что у собак есть подростковый возраст, есть эмоции,
определенные реакции на определенные ситуации, у них может быть, как у людей, страх перед чем-то, какие-то там тики, какие-то, в общем, все как у нас фактически. У меня дочь всерьез сказала моей маме, моя мама смеялась, просто смеялась, не могла остановиться. Дочь завела собаку, и мама говорит, ну что, как у тебя дела? А дочь ей говорит, у меня все очень сложно, потому что у собаки подростковый возраст. И мама просто, ну просто не знала даже, ну смеялся, смеялся. Но дочь совершенно была серьезна. И на самом деле, честно говоря, я тут с дочерью, потому что у собаки есть подростковый возраст. На самом деле они действительно ужасно себя ведут в этом возрасте. То есть если обратить на это внимание, то ты это заметишь. Вот. То есть, ну хорошо, то есть получается, что по эмоциям они как мы, да? Тогда получается, что такое душа, если это не эмоции, понимаете? Потому что если душа – это эмоции, то получается, что у животных она тоже есть. Но тогда, Господи, Боже мой, мы с ними так ужасно обращаемся, это же просто преступление. Вот, мы их растим, чтобы убить, я не знаю. Вот, ну хорошо. Ладно, давайте тогда скажем, что, ну, то есть фактически там мы доминируем животных, потому что мы умнее. Отлично, но искусственный интеллект уже фактически умнее нас, да? Да. Начинается вопрос, есть ли у него душа и эмоции. Если ранкировать существующие как бы объекты по уму, то мы уже не на первом месте. Понимаете, если по душе, то мы там, где мышки. Ну, тогда вообще большой вопрос, кому мы Что остается? нас Да, самих. Да. да. Да, и на самом деле вот в книжке «Жизнь 3.0» прекрасный написан был сценарий апокалипсиса такой, что представьте, что искусственный интеллект научится думать, как мы, да? То есть пока искусственный интеллект только может решать задачи определенного типа. Чат GPT не может построить ничего. Он может только что-то бла-бла-бла. Понимаете? Есть роботы, которые могут строить, но они не могут бла-бла-бла. Ну, то есть, вы понимаете, для каждой задачи как бы свой искусственный интеллект. Вот. А человек может много задач решать. Мы можем разговаривать, что-то приготовить, и что-то сделать, и на велосипеде куда-то съездить. Поэтому то есть мы пока что превышаем их, да, как по универсальности. Вот. Но представьте себе, что появился искусственный интеллект, который как человек, да, но у него нет ограничений человеческого мозга. Вот это вот называется так называемый сингулярити, потому что они по экспоненте начнут коллективно получать и производить знания, и мы от них отстанем безнадежно за 1 секунду. Вот. И вот такой сценарий апокалипсиса. Представьте себе, что мы взяли изобрели вот такой искусственный интеллект, который все может, решать новые задачи умеет. И мы сказали ему, посчитай как можно больше знаков после запятой у числа π. У числа π бесконечный число знаков после запятой, поэтому этот процесс никогда не закончится. И как бы, и он просто перебьет всех людей не потому, что он их не любит, понимаете, не потому, что ему люди там не нравятся, а потому что существование людей совершенно не оптимальная вещь для вычисления числа π. То есть он просто там из наших молекул сделает солнечные батареи и процессоры, а поскольку он искусственный, то он пойдет дальше на Луну, на другие планеты, и очень скоро вся Вселенная будет считать знаки π после запятой. Вот такой вот сценарий апокалипсис прикольный. Ну, в общем, да. То есть это все очень сложные вопросы. И я стараюсь, ну, иногда интересно там по это как что-то почитать, но я стараюсь в своей деятельности все-таки привязываться к каким-то конкретным знаниям и конкретным действиям. В смысле и науки, и образования. А вы угрозу видите вообще в искусственном интеллекте, о которой говорят очень многие ученые? Конечно, Мгм. конечно, конечно. У меня тоже есть коллега, который этим занимается. Конечно, есть угроза. Но то, что я вам рассказала... Понимаете, угроза не в том, вот люди там, вот много всяких, ну, типа «Терминатора», таких апокалиптических фильмов, когда роботы восстали. Да, да они не восстанут, понимаете, они без эмоций, ну, по крайней мере, пока мы так считаем. Они, понимаете, они нас не любят и не любят. Им просто все равно, им на нас как бы наплевать. Ну, у них просто нет даже такого понятия, как относиться к чему. Это просто чисто вот чем занимается компьютер, он только занимается оптимизацией, больше ничего. Проблема в том, что существование человечества практически ни для чего не оптимально.
Ну, просто, Мгм. ну, нет такой задачи, как бы, которая... Ну, даже вот есть такой фильм, называется «Мать». Мы смотрели с дочерью, тоже еще апокалиптический фильм. Ам, не очень даже хороший, но вот мы его посмотрели, и там сюжет такой, тоже как бы будущее такое мрачное. И там девочка растет в каком-то бункере, ну, большом и шикарном, но бункере, без выхода на улицу, и растит ее мама-робот. Вот. Мгм. И потихонечку там контекст раскладывается. Ну, и моя интерпретация, может быть, вы посмотрите, у вас будет другая интерпретация, но моя интерпретация такая, что в какой-то момент люди сказали искусственному интеллекту, вот такому, который умеет думать, который у нас пока нет, сказали: отлично, ты умеешь думать, сделай нам, пожалуйста, идеальное человеческое общество. Этот интеллект посмотрел вокруг и сказал: вы что, вот с этим материалом я прошу прощения, перебил всех людей, набрал геноматериал и начал делать человечество с нуля, потому что, ну, то есть, и действительно, она ее воспитывала там, эту девочку воспитывала и какие-то интеллектуальные ценности, и этические ценности, и кучу всего этой девочки там прививала, чтобы девочка выросла идеальным человеком. Ну и фактически вывод такой, что, конечно, идеальный человек, нет такого понятия. То есть фактически, ну, какие дебри мы с вами забрались, но существование человечества, кроме человечества, никому не нужно. И кроме искусственного интеллекта у нас много других угроз. Да. А какие? Какие главные угрозы? На мой взгляд, я вот говорила еще недавно я говорила, что искусственный интеллект, изменение климата, можно в это верить или не верить, но климат, ну, можно верить или не верить, как бы в то, что человек повлиял на это. Ну, я считаю, что повлиял, многие считают, что кто-то считает, что не повлиял, но факт тот, что климат меняется, это просто факт. Вот. И он менялся и раньше, это правда, но за все время, что мы построили цивилизацию, он менялся очень мало. И за это время мы построили огромное количество инфраструктуры, от которой мы очень сильно зависим. Поэтому, если природа решит эту инфраструктуру разрушить, у нас будут очень большие проблемы. То есть поэтому это настоящая угроза. Вот. Что с этим сделать? Ну, кто-то что-то старается сделать, непонятно. Непонятно, насколько успешно, и можем ли мы уже сейчас что-то сделать или нет, или это уже поздно. Вот, это раз. Во-вторых, искусственный интеллект, с которым непонятно, как жить, непонятно, как давать образование, непонятно, что будет с работой в будущем, экономическая модель непонятна тоже, то есть искусственный. И кроме этого, действительно, если ему неправильно поставить задачу, могут быть катастрофические последствия. То есть искусственный интеллект это тоже, это наша как бы надежда и угроза одновременно. И огромное неравенство. Потому что, почему это проблема? Потому что сейчас, кроме искусственного интеллекта, очень быстро развивается медицина и биология. Вот. И сейчас уже, например, есть экспериментальные операции на свинках, привитие, там, например, дополнительных способностей мозга. Ну, к Мгм. чему это приведет? Что очень богатые люди смогут себе это позволить, а не очень богатые не смогут. И если сейчас, например, у нас все-таки, ну, у нас есть люди, у которых гораздо больше возможностей, чем других, но все-таки у нас нет такого, что человек, который сын гения, тоже обязательно гений по определению. И все-таки даже любой гений, но это тоже, ну, некоторые отклонения нормального человеческого мозга, да? А Мгм. когда люди начнут делать, там, научатся заменять себе печень, почки и усиливать свой мозг, то мы действительно создадим суперлюдей. И в какой-то момент эти суперлюди тоже могут спросить друг друга, а нам нужны все вот эти остальные, понимаете? Вот. Ам, Это третье, да. И сейчас, к сожалению, вот, это был бы мой ответ, может быть, 10 лет назад. Сейчас, к сожалению, к этому добавилась очень тяжелая политическая ситуация в мире. Мгм. Вот. Я хотел вернуться к теме студентов, потому что нас многие слушают из молодых ребят и очень часто задают мне вопрос, куда мне, будучи 20-летним студентом, идти, по какой дорожке? Первая дорожка – идти в бизнес, идти работать, идти в стартапы, идти программировать, идти
зарабатывать деньги и становиться специалистом. И вторая дорога – идти в бакалавриат, идти в магистратуру, идти в аспирантуру, идти по какой-то научной дороге. И вторая дорога им кажется значительно менее привлекательной. Они не понимают, зачем мы вот продолжаем разговаривать про науку. Они смотрят мой канал, и многие задают вопрос, зачем это все нужно. Посмотрите в реальность, посмотрите, что происходит на рынке. На рынке это не нужно. На рынке не платят больше денег за то, что ты магистр. Не платят больше денег за то, что ты аспирант и закончил аспирантуру и получил PhD. Никому это не интересно. Это комментарии практических, так сказать, молодых ребят. Мне интересно, в Европе как? Здесь, в России, действительно это во многом правда. Действительно, у какой-то компании крупной, большой, айтишной, не принципиально, какой у человека диплом. В большинстве случаев, в подавляющем большинстве. А как в Европе? И вообще, что вы думаете об этом? Ну, смотрите, я математик, давайте посмотрим на модель. Что является вашей целевой функцией? Целевая функция – это то, что мы хотим соптимизировать. Если целевая функция – это зарплата, то, то мне тут трудно что-то сказать. И я думаю, что тогда вот эти рассуждения, идти туда, куда больше платят, может быть правильные, хотя надо тоже думать о росте, потому что 20 лет жизнь только начинается. И, ну, например, самый такой элементарный пример – это спортсмены. То есть спортсмены, например, очень много зарабатывают в молодости, а потом это все заканчивается, да? Вот. Но мне кажется, что в любом случае надо немножко смотреть с прицелом в будущее. То есть какое-то обучение все равно необходимо. Но, например, моя дочь сейчас не учится в университете, а учится снимать и монтировать кино, моя младшая дочь. Вот. Это профессиональное обучение, это типа техникума. Вот. Но там тоже очень много чему есть научиться. Сейчас она уже очень много знает про цвет, про то, как там кино устроено и так далее. То есть все равно, в любом случае, какой бы вы ни выбрали путь, все равно нужно чему-то учиться. Это нужно и для вашего мозга, это нужно и для вашего будущего. Вот. Как бы, потому что в какой-то момент вы проработали 30 лет. И чем вы хотите заниматься 30 лет? На самом деле вот это самый главный вопрос. Чем вы хотите в течение 30 лет заполнять свои дни? Потому что, как бы иметь много денег – это не занятие. Я, например, не очень заинтересована в большом количестве денег, ну, хотя здесь и хорошо платят в университетским сотрудникам, я очень рада, но по идее, понимаете, для меня, например, тратить деньги – это не мое любимое времяпровождение. Понимаете? Ну, потому что это тоже, кстати, не так уж просто. Себя развлекать не так уж просто. Иди, ищи все эти концерты, блин, все эти поездки, бронируй это все. Вот. Мне, например, во многих случаях даже, ну, приятнее просто книжечку почитать, а это довольно дешево. Вот. То есть, конечно, зарплата очень важна. Я не хочу говорить, что это не важно. Но есть куча исследований, которые говорят о том, что как бы в начале, когда денег действительно очень мало, это очень, очень тяжело жить. Вот. Но когда денег достаточно для приятного, комфортного жилья, там, отпуска, одежки, хобби, чего там вас интересует, то в какой-то момент, как бы, то есть чем больше денег, тем лучше, 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 лучше. И в какой-то момент это становится немножко, ну, как бы сглаживается, и уже становится не так сильно лучше. Вот. А в какой-то момент, если смотреть на качество жизни, то даже по количеству денег качество жизни начинает уменьшаться, потому что появляется огромное количество забот с этими деньгами. Вот. То есть их куда-то нужно вкладывать, ну, короче, ими надо заниматься. Вот. В этом смысле иметь много денег даже не очень приятное занятие, ну, для меня, по крайней мере. Кому-то очень нравится, кому-то очень нравится играть на бирже, вкладывать деньги, их растить. Это все зависит от вашего хобби. Вот. То есть сама по себе зарплата, хотя очень-очень важный фактор, но сама по себе зарплата – это довольно бедная объективная функция. Надо думать о том, кроме того, сколько я хочу получать, надо еще думать о том, чем я хочу заполнять свои дни. Вот. И в этом смысле многие люди любят учиться, и поэтому для них большое счастье заполнить свои дни обучением в бакалавриате и магистратуре.
Вот. И это не потому, что все эти знания и вот прямо вот эта формула им завтра понадобится, но потому что, получая вот это образование, они получают также связи, они получают знания, они проводят время своей молодости определенным образом. Знания получают они навыки также, например, навык критического мышления, умение писать, понятно. Ну, какие-то такие вещи, которым тоже, конечно, университетское образование обучает. А потом, например, планировать, делать с начала до конца. Ну, в той форме, в которой мы сейчас преподаем, к сожалению, эти навыки воспитываются плохо. К сожалению, очень много сводится к тому, что просто зубрить перед экзаменом. Это, конечно, ни за что не полезно. То есть, если вы хотите поступать в университет и понимаете под обучением в университете, вы понимаете зубрение перед экзаменом, то лучше не поступайте в университет. Хм. Потому что нам такие студенты тоже, нам с ними тоже сложно работать. Вот. Поэтому, на самом деле, это хороший вопрос, нужен ли мне университет. На самом деле, у меня есть книжечка, я написала в 2012 году «Формула призвания. 7 правил выбора вуза». Она даже есть где-то в открытом доступе, но я забыла, кстати, это выяснить к нашему разговору, но я постараюсь это выяснить и вам ссылочку прислать. Значит, она была когда-то опубликована, а сейчас она в открытом доступе есть. Вот, и у меня там первая глава, именно так и называется «Зачем вам идти в университет?». Понимаете, очень часто люди на этот вопрос отвечают типа, ну как же, ну надо же получить высшее образование. Я говорю, ну хорошо, если я спрошу, зачем вы ходите в булочную? Вы же не скажете, ну как же, надо же сходить в булочную. Вы скажете, я в булочную хожу, чтобы купить хлеб. Вот такого же рода конкретный вопрос у вас должен быть на вопрос, зачем вам идти в университет. Ну, я не знаю, познакомиться с интересными людьми, потому что я люблю учиться, потому что я хочу заниматься наукой, и это единственный способ. Вот. Ну, какой-то разумный ответ у вас должен быть. Если у вас нет разумного ответа на этот вопрос, ну, может быть, действительно это не ваша дорога. Может, действительно это не ваша дорога. В Европе без диплома университетского функцию большую получить сложно в хорошей компании. Фактически невозможно. Поэтому, поэтому люди, которые хотят расти, иметь какие-то интеллектуальные вызовы в своей работе, Мгм. то есть любая работа с большой интеллектуальной компонентой, любая работа стратегическая, какая-то такая, требует все-таки диплома. И у меня есть история, например, даже вот прямо очень близко, когда человек работал на предприятии много-много-много лет, работал очень хорошо, занимался закупками электроники, никакого диплома для этого было не нужно. Вот. А потом была реорганизация в компании, и всех, кто без диплома, уволили. Хм. И у него был большой кризис, у него было уже далеко за 50, был большой, а здесь работает до 67. То есть еще впереди фактически там 10-12 лет работы, а работы нет. Был большой кризис, большие переживания, потом он искал долго. Сейчас работает снова и очень доволен, но в общем, было сложно. Вот, поэтому здесь, да, здесь диплом также все-таки нужен, на него все-таки смотрят. На оценки меньше смотрят на наличие диплома. Ну, потому что наличие диплома тоже все-таки какой-то профиль дает. Например, даже вот моя старшая дочь, например, она вот не из тех, кто любит к экзаменам готовиться, но она училась тоже в университете, ей тоже хотелось общаться с умными людьми, и хотелось потом расти в чем-то. Она нашла себе область менеджмент инноваций. Я ее иногда спрашивала, ну хорошо, чему вас учат такому, чему я, умный математик, не знаю. И она мне Мгм. говорила интересные вещи, которые я не знаю. Хм. Вот, поэтому не то, чтобы в университете ничему вас вообще не научат. И что всему вас научит чат GPT. Понимаете, чтобы что-то найти, чтобы найти информацию, надо знать, что искать. Как знаете, это анекдот, что типа машина сломалась и не знают, как починить. Говорят, вот у меня тут есть специалист, пусть придет, вам починит. Специалист пришел, посмотрел, взял молоточек, в 3 местах ударил, машина заработала. Присылает счет. 3000 евро. Вы что, 3000 евро за 3 удара молотком? Он говорит, хорошо, хорошо, я вам спецификацию пришлю. Удар молотком 10 евро.
Знаете, куда ударить? 2990 евро. Надо знать, куда ударить. Понимаете, чат GPT вам ответит на все вопросы, но как бы, если глупый, вы задаете ему глупые вопросы, вы получите глупые ответы. А как вы, откуда вы будете знать, что спрашивать? А как вам кажется, вузов вообще должно быть больше по количеству, чем сейчас, или меньше по количеству, чем сейчас? И Я бы не студентов стала вузов? плодить вузы, пока вузы не начнут обучать нормально. Вот не стала бы. Мне кажется, сейчас с вузами, вот я, кстати, вот то, что вы сказали, меня радует, что студенты, что молодые люди задаются вопросом, нужен ли мне университет. Потому что, потому что когда университет становится, ну, престижно, ну, нужно же, ну, получить же образование, у меня полный зал студентов, и я им что-то пытаюсь там показать, они говорят: «А, я не люблю теорию». Дорогой друг, если ты не любишь теорию, зачем ты пришел в университет? Ну, хорошо, э, в России, может быть, альтернативы, ну, как бы, если там ты хочешь диплом, то ты идешь в университет. Но в Нидерландах, например, есть разные способы. Ну, вот, скажем, я очень довольна техникумом, где моя дочь учится сейчас. Вообще прекрасно их обучают. Прекрасно обучают, как снимать, монтировать кино, звук и прочее, там куча всего сложного. Все на практике, все проекты, проекты. Никакой фактически ноль теории. Все показывают и дают попробовать. Вот. Но прекрасная профессия, прекрасная, востребованная. Вот. А в Нидерландах даже инженером можно стать на уровне более-менее техникума. И тебя научат практике, и будут тебя ценить. Понимаете? Если тебе не нравится теория, что ты сюда вообще приперся? Я прошу прощения. Ну, на самом деле. Вот, поэтому очень хорошо. Эти вопросы надо задавать. И надо быть критическим. И надо спрашивать преподавателей. Если вы мне отвечаете то же самое, что чат GPT, то зачем, чему я здесь обучаюсь? Мне кажется, что эти молодые годы очень ценные. Понимаете, мы вот не понимаем. Ой, я тут это самое к лекции, там, лекцию прочитаю, и отлично. Перед вами сидит 100 молодых людей, которые тратят 100 раз по 2 часа, то есть 200 часов молодой активной энергии интеллектуальной тратится на то, чтобы тебя слушать. Ну да, задайся хотя бы вопросом. Я эти часы драгоценные, которые мне доверены, я их хорошо потратил или нет? Ну, на самом деле. Поэтому очень хорошо, что они задают эти вопросы. Правильно делают, и совершенно нет такого, что вузы – это что-то такое святое, что должно существовать. Нет. Мы должны существовать, если мы им нужны. Если мы им не нужны, то мы, ну, мы двигаем науку тоже. Вот для этого мы тоже нужны. Мы двигаем науку, и мы, и мы воспитываем новых ученых, которые будут дальше двигать науку. И когда вы говорите, что эта наука никому не нужна, это очень смешно, потому что все, что вокруг вас, все, в том числе чат GPT, исключительно благодаря достижениям науки. Медицина и технологии, телекоммуникации, все, что у вас есть, ваш это самый телефон и все вокруг, даже при строительстве новые материалы новые для даже одежки, которые вы носите. Сейчас материалы – это тоже целая большая область. Все, что у нас сейчас есть и появляется, это все исключительно благодаря достижениям науки, современной науки. Поэтому мне очень странно, когда люди говорят, вся эта наука не нужна. Если вы не хотите наукой заниматься, это другой вопрос. Да, достаточно народу хотят. У меня сейчас в аспирантуру там было 86 заявлений на одно место. Ого. Поэтому достаточно народу, которые хотят заниматься наукой. Вы не хотите, пожалуйста, не нужно. Нам в науке не нужны немотивированные люди. Но говорить, что наука не нужна, глядя в экран компьютера, это очень смешно. Вы знаете, я думаю, что многие студенты и вообще многие люди думают, что это все не достижение науки, а достижение бизнеса, бизнесменов. Это бизнесмены сделали компьютеры, это бизнесмены полетели в космос, это бизнесмены сделали новые материалы. Люди как бы не видят ученых за этим стоящих. Они видят тех людей, которые выносят это все на рынок и обращают в товары и в услуги. Может быть, в этом проблема?
это справедливо, потому что тут как раз мы разговариваем о специальности моей дочери, как инновации превращаются в жизнь. И действительно, ну, мы работаем, конечно, с компаниями тоже, но действительно, на мой взгляд, вот это вот, ну, то есть сотрудничество между университетами и компаниями – это тоже большой источник инноваций. Но, конечно, делают все компании, но как они догадываются, что сделать? И вот эти все стартапы, например, они очень часто основаны на каких-то на каких-то научных идеях. То есть процесс валоризации идет так, что появилась идея, опубликованы статьи, появилась какие-то эксперименты. Даже часто люди из университета самого начинают это делать, это похоже, что это может принести какой-то, ну, может быть полезно на практике, и начинают этот стартап. Например, Google, это же его сделали 2 аспиранта. И были PhD, они были аспирантами, и их диссертация была на тему поиска в сети, поисковые машины. И они придумали алгоритм, который они опубликовали, PageRank алгоритм, для того, чтобы как бы найденные страницы в таком порядке выстроить, чтобы это было удобно для пользователя. Вот, потому что, ну, как бы, если вы начнете искать в Гугле или в Яндексе, неважно, то у вас будет очень-очень много результатов. И самое важное, что на первой странице. А как решить, что на первой странице? Вот. И они придумали алгоритм для этого, который называется PageRank. Они опубликовали эту статью, и потом они поняли, что это очень важно для поисковых сетей. Они сделали свой как бы прототип поисковой машины. Они даже пытались его Яху продать, но Яху его не стала покупать. И тогда они решили, ну хорошо, никто не хочет покупать, давайте мы тогда сами начнем. И они начали сами компанию, и теперь стали они Гуглом. И, кстати, у них много очень ученых работает в Гугле, которые занимаются, ну, в основном вещами нужными для компаний, но часто даже просто и научные, то есть они публикуют научные статьи, люди из Гугла постоянно публикуют научные статьи, то есть их прогресс тоже очень сильно основан на научных идеях. То есть хорошо, да, мой бизнесмен сделал то, бизнесмен сделал все, но откуда взялись идеи? Понимаете, эти идеи часто очень взялись из научных статей. Вот, Ну, поэтому вы да, правы. действительно, вот эта вот валоризация, вот это вот инновации, они, конечно, все основаны на науке, они происходят разными способами, но, конечно, на рынок приносят действительно компания. То есть в этом смысле люди правы, и компания – это то, что они видят. У меня к вам последний вопрос. Э, Такой традиционный, я его стараюсь задавать каждому ученому, преподавателю. Как вам кажется, миссия преподавателя в первую очередь в чем? Я вам дам на выбор несколько вариантов. Первый воодушевлять студентов. Второй объяснять студентам. Третий, ну, может быть, достаточно. Третий наказывать их. То есть определенную дисциплину транслировать для того, чтобы они все-таки делали то, что нужно, а не то, что они хотят. Как вам кажется? И как вы себя видите в этом спектре? Да, хороший вопрос. Хороший вопрос. Очень многие считают, что объяснять, но я так не считаю. Даже потому, что сейчас столько хороших объяснений существует, что объяснение, объяснение можно найти. Вы сказали объяснять, еще Вдохновлять. вдохновлять, безусловно, но на одном вдохновении далеко не уедешь. А, Для себя я считаю, что моя обязанность как преподавателя – это создать курс таким образом, чтобы помочь студенту обучаться эффективно. То есть помогать. Да, и помогать, и конкретно, ну, в какой-то степени наказывать я не люблю. Нет, наказывать я не наказываю, потому что это, как бы, это очень негативно. Но, например, у меня есть, например, занятия, которые обязательны для посещения. Есть. И даже это будет без оценки совершенно, то есть никакого наказания нет, но просто эти задания нужно обязательно сделать, иначе мы не принимаем экзамен у студентов. Иначе будет наказание. Ну, это не то чтобы нет, я не хочу сказать, что это наказание. Мне кажется, что это больше как бы нормальное стечение обстоятельств, ну, например, если вы берете уроки вождения, то вас тоже не допускают к экзамену, пока вы водить не научились.
Но откуда я узнаю, научились ли вводить? Но в этом случае у вас 1 на 1 инструктор. Если бы я могла студентов обучать 1 на 1, мне бы тоже не нужно было. Я бы с ними виделась каждую неделю, и мы бы шли вперед. Но, к сожалению, у меня их, или к счастью, у меня их все-таки очень много, поэтому я не могу с ними индивидуально сидеть. Поэтому я организовываю занятия, где я даю им возможность сделать ошибки, обсудить и получить обратную связь. И мне нужно какой-то, ну, как бы, какой-то, ну, я должна каким-то образом знать, сделал студент это или нет. Вот. То есть, и если студент это не сделал, то у меня нет никаких оснований думать, что этот студент даже может сдать экзамен. Потому что на экзамене я прошу написать доказательства, и на этих занятиях мы их учим писать доказательства. И они, первокурсники, они доказательства писать не умеют. Откуда они это умеют? Они этому пришли учиться, да? Вот. То есть, если студент этому не обучался, то у меня нет оснований думать, что он этому обучился. И поэтому нет смысла ему сдавать экзамен. Вот. То есть только ну, вот так вот я на это смотрю. То есть это наоборот, как бы это не наказание за плохое поведение, это скорее помощь в обучении хорошему поведению. Потому что в жизни тоже ведь нет такого, что вот типа вам сказали, вот типа вам гора работы, и до свидания, увидимся на экзамене через 2 месяца. Также в жизни в реальной тоже не бывает. Всегда вы работаете в команде, всегда есть какие-то задачи промежуточные, всегда есть какие-то созвоны про то, как идет прогресс. Вот. А подростки тоже совершенно не готовы к тому, что вы сказали, вот тебе там книжка, экзамен через 3 месяца. Понимаете? А когда мы им читаем лекции, и там на практике можно ходить, можно не ходить, то фактически мы даем им возможность принять вот такое решение, что типа, ну, там мне YouTube все объяснит, и эти лекции практики мне не нужны, я из YouTube все научусь, вот у меня есть материал, и я там дам экзамен через 3 месяца. И это просто не работает, но они это не осознают, и они могут мы даем им возможность сделать этот выбор, но этот выбор просто для них нехороший. Они просто не получат образование, если они такой выбор будут делать. Поэтому, поэтому я такой выбор им стараюсь не давать. Вот, на мой взгляд, вы знаете, у меня очень хорошая есть формулировка, которая хорошо ответит на ваш вопрос. Она не мной придумана, она какой-то один из ученых, который занимается педагогическими науками, ее придумал. Он сказал, что преподаватели очень сильно сфокусированы на том, что создавать материалы. Создавать какие-то делать, придумывать там лекции, писать содержание лекций, писать свои какие-то заметки, придумывать какие-то свои задачи, это все вот генерирование материала. Говорит, а мы должны переключиться с генерирования материала, которого и так уже очень много, на организацию каких-то занятий для студентов, для организации активностей для студентов, что они будут делать во время занятия. То есть, например, ну хорошо, вот эта задача, а как студенты будут этим заниматься? Может быть, их разделить на группы, может первый вопрос задать вот этот, потом вопрос задать вот этот, может потом поменять группы. То есть вот вместо генерирования материала, как организовать работу студентов вокруг этого материала. Вот это и есть главная задача. Главная задача преподавателя – это организовать работу студентов таким образом, чтобы они хорошо обучались. Золотые слова. Спасибо. Я, как начинающий преподаватель, много услышал полезного сегодня. Спасибо, я вам очень большое. рада. Ну, все, мне кажется, мы столько поговорили о таких интересных темах. Огромное вам спасибо.